Наверное, если сегодня спросить любого водителя, что больше всего останавливает от покупки электромобиля, ответы будут примерно одинаковыми. А вам что приходит в голову первым? Запас хода? Зарядные станции? Или все-таки цена? И это вполне логичные вопросы. Да, электромобили уже давно перестали быть экзотикой, но многие до сих пор относятся к ним с осторожностью. Хотя, если посмотреть вокруг, становится понятно, этот процесс уже не остановить. Когда-то люди пересели с лошадей и повозок на первые автомобили, потом атмосферные моторы начали уступать место турбированным, а теперь все активнее наступает эпоха электротяги. Нравится это кому-то или нет, рынок меняется. И лучше всего это видно на примере Китая. Именно там переход на электрифицированный транспорт происходит с невероятной скоростью. Только вдумайтесь, в 2025 году более половины всех новых автомобилей, проданных в стране, были электромобилями или гибридами. На экспорт отправили свыше 3,4 миллионов таких машин, а во всем мире продажи электрокаров и гибридов приблизились к 21 миллиону. Это уже примерно четверть всего рынка новых легковых автомобилей. И эта доля продолжает расти. Так что вопрос сегодня уже не в том, наступит ли эпоха электротранспорта. Скорее, когда именно каждый из нас с ней столкнется. И сегодня мы познакомимся с одной очень интересной новинкой, причем от бренда, который уже успел заработать себе хорошую репутацию. Премиальный суббренд концерна Dongfeng Voya представил новый электрический кроссовер Passion S. И знаете, что обсуждают в первую очередь? Не батарею, не запас хода и даже не технологии. Все говорят о том, что он слишком сильно напоминает Ferrari Purasang. Кто-то назвал это дерзостью, кто-то очередной китайской интерпретацией итальянского дизайна. Хотя, если честно, для китайского автопрома подобные истории уже давно не новость. При этом сами разработчики уверенно заявляют: хотите сравнивать с Ferrari? Пожалуйста, только сначала посмотрите на характеристики. И именно здесь начинается самое любопытное. Внешность действительно напоминает итальянский высокопроизводительный кроссовер. Интерьер тоже выглядит неожиданно дорого, а вот предполагаемая цена совсем из другой реальности. По предварительным данным, Passion S будет стоить примерно от 30 до 38 тысяч долларов. Это больше, чем в 10 раз дешевле Purasang. Предзаказы стартуют уже в конце июля, и новинка выходит в один из самых быстро растущих сегментов китайского рынка – большие электрические купе-кроссоверы с мощностью спорткара, современными технологиями и электроникой Huawei. Так что сегодня предлагаем разобраться, что это за автомобиль, чем он интересен и сможет ли Voya предложить действительно достойную альтернативу привычным премиальным брендам. Возможно, именно для кого-то из вас он станет тем самым первым электромобилем. Перед тем, как перейти к самой машине, есть один любопытный момент. Китайцы здесь не просто вдохновились купеобразным силуэтом, они решили сыграть на том же поле, что и Ferrari. У Ferrari есть свой термин – FUV – Ferrari Utility Vehicle. Для своей новинки бренд использует ту же аббревиатуру, только расшифровывает ее иначе – Fun Utility Vehicle, или, проще говоря, автомобиль, который должен дарить эмоции и удовольствие от вождения. И сравнение с итальянским кроссовером здесь появилось не случайно. Хотя, если честно, это уже далеко не первый китайский автомобиль, который пытаются поставить рядом с Ferrari. Только теперь главная цель, похоже, не Италия, а Xiaomi YU7. Именно с ним новинка, скорее всего, и будет бороться за покупателей на домашнем рынке. При этом в Voya уверенно заявляют: Passion S должен доказать, что электромобиль – это не просто тихое средство передвижения, а машина, которая действительно может дарить эмоции. И если посмотреть на автомобиль, становится понятно, что дизайнеры старались именно это передать. Профиль низкий, будто прижатый к асфальту. Длинный капот сразу добавляет ощущение дорогого гранд-турера, а не обычного семейного кроссовера. По бокам мощные рельефные крылья, множество воздуховодов и развитый аэродинамический обвес. Здесь и передний сплиттер, и сразу два спойлера на крыше, и даже небольшое антикрыло сзади. Финальный штрих – 21-дюймовые кованые колеса, за которыми хорошо просматриваются мощные многопоршневые тормоза. А теперь обратите внимание на крышу. Видите этот блок? Это не просто декоративный элемент, а 896-линейный двухканальный лидар от Huawei. Именно он станет основой для продвинутых электронных ассистентов.
По данным Huawei, система способна распознавать препятствия высотой около 14 см на расстоянии до 120 метров. Для современных систем автономного вождения это очень серьезный показатель. Ну а размеры здесь тоже говорят сами за себя. Длина 5050 мм, ширина почти 2 метра, а колесная база ровно 3 метра. При этом высота всего 1656 мм, поэтому автомобиль выглядит очень приземистым и спортивным. Для понимания масштаба, даже Ferrari Purasang оказывается короче на 77 мм, хотя и немного шире, примерно на 30 мм. О подвеске производитель пока подробно не рассказывает. Но если посмотреть первые видеоролики, почти нет сомнений, что здесь будет пневмоподвеска и адаптивные амортизаторы, которые смогут менять жесткость в зависимости от режима движения. Ну и еще одна цифра напоследок. Снаряженная масса заднеприводной версии составляет 2347 килограммов. Да, вес не маленький. Но для большого электрического кроссовера с батареей, богатым оснащением и подобными габаритами сегодня это уже скорее новая норма, чем исключение. Пока итальянские производители все еще пытаются покорять нас эмоциями, звуком V12 и характером настоящих суперкаров, китайцы пошли совсем другим путем, они делают ставку на электричество. Технологии и цифры, которые еще недавно казались фантастикой. У кроссовера будет две версии. Базовая, с одним электромотором на задней оси, который выдает 408 лошадиных сил. Уже немало, согласитесь. Но если хочется настоящего запаса мощности, есть полноприводный вариант. Там уже два двигателя. Основной на 408 сил и дополнительный на 238. В сумме получается 646 лошадиных сил. Китайские источники уверяют, что такой кроссовер сможет выстреливать до 100 км в час менее чем за 3 секунды. Под полом установлена литий-железо-фосфатная батарея 81,6 или 98 кВт-часа. Запас хода по китайскому циклу составляет 630 и 700 км соответственно. Но главный козырь здесь – 800-вольтовая система. Именно она позволяет использовать сверхбыструю зарядку и значительно сокращать время у зарядной станции. Правда, точные цифры по скорости зарядки производитель пока решил придержать. А вот внутри автомобиль продолжает ту же тему – технологичный минимализм и с явным спортивным характером. Здесь нет ощущения обычного стерильного электромобиля. Производитель постарался добавить эмоций. Первое, что бросается в глаза – контрастная бело-черная гамма. Светлая перфорированная кожа на сиденьях и подлокотниках выглядит дорого, а черные элементы панели добавляют строгости. Но чтобы интерьер не казался слишком холодным, здесь появились яркие оранжевые акценты, ремни безопасности и аккуратная контрастная прострочка на сиденьях. Передняя панель практически полностью избавлена от физических кнопок. Все внимание забирает огромный горизонтальный экранный блок, который словно растянут через всю переднюю часть салона. Сами кресла выглядят очень спортивно. Выраженная боковая поддержка, сложная анатомическая форма и даже встроенная в уровень плеч динамики аудиосистемы. Высокий центральный тоннель четко разделяет зоны водителя и пассажира. Здесь разместили подстаканники и площадку беспроводной зарядки с металлической отделкой. А руль получил спортивную форму с легким приплюснутым низом. Есть здесь и интересная функция для любителей эмоций. Если одновременно нажать оба подрулевых лепестка, система имитирует звук суперкара. Точные комплектации пока не раскрыты. Возможно, они станут известны в конце июля, когда производитель начнет старт предварительных продаж. Но можно ожидать, что в списке оборудования появится массаж сидений, панорамная крыша с электрошторкой и премиальная аудиосистема. Судя по уровню интерьера, без таких опций этот автомобиль уже сложно представить. Ну что же, Voyah Passion S действительно получился автомобилем, который заставляет немного пересмотреть привычные представления о китайских машинах. Это уже не просто попытка сделать красивый электрокар. Это заявка на то, что китайские производители хотят играть на одном поле с премиальными брендами. Конечно, сравнивать такой автомобиль с Ferrari – это очень смелый шаг.
Ведь Ferrari – это не просто скорость и мощность. Это десятилетия истории, эмоции и та самая особая атмосфера, которую невозможно создать за один день. Но если смотреть на технологии, мощность и возможности современных электромобилей, китайцы действительно заставляют обратить на себя внимание. А как считаете вы? Смогут ли такие модели, как Voyage Passion S, реально потеснить Porsche, Ferrari и другие премиальные бренды? Или все-таки эмоции, история и характер – это то, что невозможно заменить одними технологиями? Напишите в комментариях, как считаете вы. Это уже новая эра автомобилей или китайским брендам еще есть куда расти? Это все на сегодня, но маршрут нашего канала только начинается. Ваш лайк и подписка – топливо для новых видео. Комментарии приветствуются, делитесь впечатлениями. Желаем вам ровных дорог, полной заправки и ярких поездок. До скорой встречи на канале.